Всем привет! Сегодня я хотела бы затронуть одну очень страшную, но в то же время безумно необходимую вещь в нашей жизни, и это стоматология. К счастью, мне довелось побывать в стоматологии как в Украине, так и в Израиле, так что, как вы понимаете, есть с чем сравнить. Правда, сегодня речь пойдет не обо мне. Ненадолго вернемся в 2017 год, когда мой муж попал в аварию на мотоцикле, и так сложилось, что он потерял свои передние зубы. Короче, тогда ему поставили мост, и так в 2025 году, как поется в песне «London's Bridge is falling down», этот шикарный мост рухнул. И мы, конечно же, сломя голову, побежали искать дантиста в Японии. В первую клинику мы пришли по совету одного из коллег моего мужа. К счастью, видеосъемка в этой клинике была запрещена, иначе это видео имело бы жанр ужасы. Ну ладно, начнем с порога. Когда вы заходите в клинику, вам нужно переобуться в тапочки, которые вы можете взять у входа. И на этом бонусы этой клиники заканчиваются. В приемной ничего особенного не было, ни телевизора, ни какого-нибудь журнальчика, ничего. Только громкие часы на полстены. Шикарный интерьер. Конечно же, я попросилась зайти вместе с Хиро. И как вам сказать, кабинет оставил незабываемые впечатления в моей памяти навсегда. Ну, для начала 4 кресла, которые довольно плотно стоят друг к другу, без единой перегородки, так что любой пациент может посмотреть в рот другому. Ну, ладно, думаю я, окей, ничего страшного, казалось бы. Муж садится в кресло, которое явно видела еще Чингисхана. Вы представляете, я буду максимально подробно описывать. И вот чудо-врач приступает к осмотру. Первое, что довольно сильно бросалось в глаза, это то, что у врача вот так вот тряслись руки. Такое ощущение, как будто он бухал неделю, блин. Следующее действие заставило мою бровь неоднозначно подняться вверх. Нани? Врач полез к пациенту в рот без перчаток. Я в этот момент судорожно пыталась вспомнить, если в Украине или в Израиле такое вообще было хоть раз. Но эти мысли прервало то, что врач попросил сплюнуть. И я заметила, что стаканчик с водичкой металлический. Господи, в каком веке мы живем-то? Дальше врач идет, моет руки, вытирает их каким-то непонятным полотенцем, опять трогает все поверхности, кран, стол, бумажки какие-то, снова лезет в рот моему мужу, без перчаток, опять же, да, делает рентген и говорит, что сейчас начнется работа. Потом он ненадолго уходит. Я в панике подаю сигналы мужу о том, что врач обязан быть в перчатках, и чтобы он попросил его, чтобы он их одел. Но врач, как будто бы читая мои мысли, опять моет ручки, достает откуда-то, вроде как одноразовые перчаточки, одевает их, и я замечаю, что они нифига не одноразовые, потому что они уже имеют такую, знаете, легкую желтизну, как будто их несколько раз стирали, как минимум. Тем не менее, я немного успокаиваюсь и думаю, что не идеально, но окей. Но оказалось, что у врача сегодня бенефис. В этих самых перчатках врач в очередной раз потрогал для какой-то цели все поверхности, почесал свою пятую точку. Такое ощущение, как будто не о Японии речь, да? Вот у меня тоже такое ощущение, но нет, это было здесь. Капец. И вот он садится на свой стульчик, опускает кресло, в котором сидит муж, поддерживая это кресло, как вы думаете, чем? Рукой в перчатке! Дальше врач делал процедуру удаления корня, и в какой-то момент зашел другой пациент. Как только врач закончил с моим мужем, он тут же пересел к новому пациенту. Угадайте, как? В тех же перчаточках, что и был. Браво!
Еще одно важное замечание. Ни в одной клинике Японии вы не найдете прайс-лист. Поэтому каждый раз, когда вы заканчиваете прием, вас ожидает сюрприз в виде суммы оплаты, но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Мне нравится, что японцы очень ответственные люди. Но иногда это доходит до такой глупости, что словами не описать. На протяжении нескольких дней я буквально умоляла своего мужа, чтобы он отменил запись на следующий прием в этой клинике. Я объясняла ему тем, что там царит полная антисанитария, о том, что это может закончиться какими-либо инфекциями или даже, не дай бог, неизлечимыми болезнями. Отговорить его удалось только с помощью моей подружки-соседки, которая также рассказала ему о том, что ее муж получил ротовую инфекцию после посещения этой клиники. И, аллилуйя, он отменил. Второго дантиста я нашла с помощью чата GPT и Google. Храни вас Бог. Тут хочется сказать, что, к сожалению, эта супер классная клиника не хочет никаких упоминаний о себе. А жаль. Дело в том, что в этой клинике нет записи, там только живая очередь. Поэтому они против любого вида рекламы или упоминания о себе. По традиции начнем с приемной. Приятные цвета, большой телевизор, бесплатный Wi-Fi, журналы, манго на любой вкус и даже детская зона. Конечно же, никакого прайс-листа, но это уже мелочи жизни. Тут, перед входом в кабинет, нам, конечно же, выдали тапочки, но нас попросили после завершения бросить их в специальную корзину для стерилизации. А это, я вам скажу, не везде есть. В самом кабинете также было несколько кресел, но они были отделены между собой перегородками, и, по сути, это выглядело как такие мини-комнатки. Все оборудование довольно современное, и каждый пациент также может видеть шкафы для стерилизации инструментов. Конечно же, гвоздь нашей программы – одноразовый стаканчик для полоскания рта. Мы это сделали. Ну ладно, не буду вас томить. Я же знаю, что вы хотите узнать про врача. Конечно же, врач одел одноразовые перчатки прямо перед пациентом и вел себя практически как хирург, ничего не трогая, кроме инструментов. Ну, что сказать, как по мне, клиника на высшем уровне. А поверьте мне, есть с чем сравнить. Ну что ж, а теперь давайте поговорим про цены. В Японии платная медицина, но практически у всех жителей Японии есть государственная страховка, которая называется Kokumin Kenko Hoken или Shakai Hoken. Такая страховка покрывает 70% стоимости лечения, а пациент оплачивает только 30% от общей суммы. В первой клинике за анестезию, рентген конкретного места и удаление корня зуба мы заплатили 2500 йен. Во второй клинике за рентген всего рта плюс временная пломба и слепок верхней челюсти мы заплатили 200. А теперь пришло время ответить на главный вопрос. Японская стоматология – это все-таки рай или ад? Тут я вынуждена сказать, что лично мое мнение, японская стоматология – это где-то посередине. И на это у меня есть несколько причин. Первая причина – это то, что даже имея государственную страховку, есть некоторые услуги, которые страховка не покрывает. Например, это установка имплантов, это возможно, брекеты, это могут быть отбеливание зубов. То есть, короче говоря, все то, что касается эстетики, эта страховка не покрывает. Также страховка не покрывает некоторые виды материалов. Например, если это керамика или, к примеру, цирконий, то это уже будет стоить намного дороже, и страховка не покрывает это, то есть пациент должен будет оплатить всю сумму целиком. А это могут быть очень большие деньги. Ну, а вторая причина – это то, что все здесь делается кошмарно долго. Ну, к примеру, если вам надо удалить 2 зуба, то сначала вам удалят один зуб, а через неделю или 2 вы можете удалить второй.
Я не буду утверждать на 100%, так как у меня не было счастья устанавливать себе пломбу в Японии, но я знаю от своих друзей, живущих здесь, что установить пломбу может занимать от недели и больше. Так что вот такая вот загадочная стоматология в загадочной Японии. А вы бы пошли лечить зубы в Японии? Расскажите мне, какая стоматология в вашей стране? Напишите мне в комментариях, мне будет интересно почитать. Спасибо большое всем за просмотр и поддержку. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Пока-пока!